Здравствуйте, с вами Руслан Андернюк и школа боя УВЭ. В этом уроке мы покажем, как научиться повысить уровень чистоты вашей боевой техники, как повысить эффективность вашего боя. Рабочее название нашего принципа – это инстинктивная реакция. Что это такое? Немножко теории. Когда идет поединок, нет времени думать. И во время поединка работают только инстинкты. И если мы на наши инстинкты, на наши рефлексы, которые заложены природой, наложим еще боевую технику, тогда мы сможем быть очень хорошим эффективным бойцом в максимально короткое время. То есть, если, например, я устаю, и меня человек, например, делает удар в голову, как туда неожиданно, естественно, что я могу вот как-то, у меня есть вот этот рефлекс, или немножко отойти, или уклониться, или что-то сделать. То есть, или, например, если вот человек стоит, я оп, да, и вот у него сразу вот это работает, это меня все понимают. И если вот этот, на вот этот импульс первый мы потом накладываем технику, например, меня где-то вот делает удар, когда я оттягиваюсь, это мой инстинкт, например, да. Потом второй раз также мне делают, и у меня уже срабатывает, например, техника, как-то я сработал, допустим, да, или, например, я отбил. Вот так на инстинкт, на рефлекс накладывается техника. Итак, упражнение первое. Изучаем рефлексы. Мой партнер атакует меня или в голову, или в корпус, по ногам, ну, в любую точку, максимально быстро. И задача его не ударить меня, а вот только коснуться, вот такое на касание. Я стараюсь наблюдать, как реагирует мое тело. И вот этот маленький движение, как оно среагирует, запоминать. Давай. Хорошо. Есть. 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 Да. Есть. Есть. Угу. Хорошо. Упражнение второе. Соединяем рефлекс и накладываем технику. Итак, партнер у меня снова сейчас атакует очень быстро. Да? Делаешь вот так вот, в любую. Есть. Теперь он делает то же самое. И я реагирую точно так же. Еще раз давай. А теперь он делает то же самое, но медленно. Делай медленно, да. Вот у меня была такая реакция. И я уже отсюда пробую делать какую-то технику. Хорошо, еще раз давай. Да. Немножко не достаю, теперь дальше. Уже достаю рукой. Хорошо, еще раз. Еще. А теперь он, следующий этап, он уже пробует меня реально рукой достать удар в голову, а я уже должен среагировать контрдействием. Давай. Ну, не попал. Еще раз. Хорошо. Еще. Есть. Следующее движение, если какой-то другой уже удар, пробуешь ударить на рефлекс мой. Давай. Хорошо. Еще раз. Есть. Еще. Еще. Да. Есть. Хорошо. Теперь медленно. Да. Да. Теперь немножечко чистим технику. То есть у меня было вот движение тела. Я сейчас немножечко удлиняю руку и получается удар. А здесь будет еще раз. Давай. Есть, давай. Да, теперь максимально быстро по правой старайся попасть. Еще. Есть. Попадаем. Следующее упражнение. Мы уже работаем со стоечки. Я стою в стойке. Задача партнера сейчас как-то меня ударить в любую точку моего тела. Но тоже бьет очень быстро, но на касание. А я вот смотрю, как среагирует мое тело. Давай. Хорошо, еще раз. Еще раз. Есть. Теперь медленно. Тоже блок, удар. Пошли быстрее. Быстрее. Есть. Хорошо. И следующий этап, когда уже проработали немножко разные удары, ногами, руками, по корпусу, по голове, по ногам, мы уже пробуем сейчас не просто рефлекс плюс медленная техника, а уже пробуем делать, партнер делает среднюю скорость, атаку на поражение, уже должен быть удар-толчок такой. А моя задача среагировать инстинктивно с продолжением техники до броска или нормального удара. Поехали. Дальше. Дальше.
Дальше, дальше. Да. Дальше. Главная ошибка – это на стадии отработок. Это не инстинктивная реакция, а думание, пробование угадать. То есть, если я атакую партнера, а он себе фантазирует, что я куда-то его ударю, естественно, у него ничего не получится. Здесь я могу смотреть раз, да, или смотреть. Да, то есть, как бы, думание, оно вас тормозит. Поэтому старайтесь отключить мыслительный процесс и только как бы слушать свое тело, как оно реагирует на его атаку. Это первая ошибка. Вторая ошибка – это чтобы ваш партнер на стадии отработок, когда он сделал первый удар на инстинкт, у вас он сработал, чтобы он второй делал точно так же. Вот, точно так же повторял, пока уже не доработаете до реального применения этого удара. Следующая ошибка – это спешить какие-то делать там дальше приемы. Не спешите, попробуйте максимально. Там, например, сделали вам удар какой-то, вы там раз не получилось, что-то не получилось, вы еще раз, да, ускорились, потом ускоряетесь, потом пробуйте максимально делать, пока он у вас идеально не получится, дальше не работайте. Следующая ошибка – это однообразие. Пусть ваш партнер пробует атаковать вас разными ударами, и в голову, там, по корпусу, там, ногой, так, по-разному. То есть это такой большой длительный творческий процесс, где нужно заметить каждую ошибочку и ее уже как бы использовать. Следующая ошибка – это какие-то там нереальные, там, вам делают удар, да, он уклоняется и отсюда пробует что-то вот такое сделать. То есть, чтобы исправить эту ошибку, вы должны потом довести его до максимально реальной скорости. То есть, если вас партнер бьет голову этой рукой, да, и вы вот это будете делать, например, это у меня просто такая сейчас что такое пришло. Пусть он тогда пробует делать не один удар, а уже там делать серию. Если это у вас не получается, значит, ну извините, не работает этот прием. Попробуйте что-то проще делать. То есть ошибка будет сложной в контрдействии. Главное преимущество этой техники – это то, что вы в максимально короткие сроки, используя свои инстинкты и рефлексы, сможете обучиться новым техникам. Причем ваша техника будет индивидуальной, то есть такой, какой нет ни у кого больше. То есть, если, например, группа 10 человек, то у каждого там, спортсмена будет своя уникальная техника бойца. Потом следующий вариант – это вы сможете максимально хорошо почистить свою технику. И когда уже очистит свою технику, она будет у вас максимально эффективной. То есть в бою вы будете очень рационально вести бой, без лишних движений, лишних каких-то вот, там, защит и так далее. Вот. Главное, чтобы вы внимательно, не спеша прорабатывали и отрабатывали вот такие инстинкт плюс техника. И важный момент – максимальная скорость в конце отработки принципа. Поэтому, если у вас какие-то будут вопросы, пишите в комментариях. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, делитесь с друзьями, подписывайтесь на наш канал и до встречи на новых уроках.